Если в Википедии открыть алфавитный список городов России, на первом месте окажется 12-тысячная Абаза. Она расположена в Хакасии. На последнем месте будет подмосковная Яхрома с примерно таким же числом жителей – 14 тысяч. В России есть 251 город, где живут больше 10, но меньше 20 тысяч человек. Жизнь в большинстве из них не сахар. Там невысокие зарплаты, скромные карьерные перспективы, острая нехватка врачей. Чтобы получить качественную медпомощь, совершить какую-то специфическую покупку или просто разнообразить свой досуг, нужно ехать в населенный пункт покрупнее. Местные чиновники часто начинают злоупотреблять властью. Ведь сложно найти концы там, где все сотрудники администрации, полиции, прокуратуры и суда друг другу кумовья и сваты. Но, предположим, городок возглавляет честный человек. Все равно его бюджеты в распоряжении у него, которые находятся, такие, что ему только и остается, что торжественно открывать мусорку. И тем не менее, зная о всех проблемах и трудностях, уроженцы таких городков всей душой любят свою малую родину. Ностальгируют по школе. Там пусть и не было электронных досок, зато маленькие классы, и педагоги могли уделить много внимания каждому. Люди помнят наизусть истории, связанные с родным местом. Вот вы слышали, например, про 14-тысячный Кашин в Тверской области? Каждый житель знает, Кашин – город русского сердца. Потому что река Кашинка здесь, если посмотреть на нее сверху, выглядит как сердечко. Легендой этих мест стало кашинское вино. В позапрошлом веке здешние купцы покупали дубовые бочки из-под дорогих вин и заливали туда всевозможную бормотуху. Со временем она приобретала благородный вкус. Многие, если не большинство, из тех соков, которые стоят в российских продуктовых магазинах, произведены в 18-тысячной Лебедяне Липецкой области. В 2017 году из-за аварии на заводе Лебедянь в буквальном смысле затопила соками ананаса, абрикоса, мандарина, грейпфрута и яблока. Еще в Лебедяне есть район, который местные жители называют Мулярчик, в честь местного пенсионера и мечтателя Леонида Мулярчика, который, получив разрешение еще от советской власти, последние 20 лет своей жизни в одиночку копал метрополитен. Даже на индекс-картах отмечено метро имени Мулярчика с ремаркой «График работы не указан». Сегодня мы поговорим об одном небольшом городе с особенным колоритом. Он находится не в России, но совсем рядом с ней. От государственной границы до него можно буквально пешком дойти. Конечно, про него много написано в Википедии, но в этом ролике мне бы хотелось не энциклопедическую статью с датами и фактами пересказать, а заглянуть в повседневную жизнь городка под названием Волчанск. Баранкин «Будь человеком», Рикки-Тикки-Тави, «Кот, который гулял сам по себе» и целый цикл «Легенды и мифы Древней Греции». Вы наверняка знаете хоть парочку мультфильмов режиссера Александры Снежко-Блодской, известной уроженки города Волчанска Харьковской области. Сам же Волчанск стал знаменит совсем недавно и по печальному поводу. До войны это был 18-тысячный город. В 22 году в него зашли, а затем покинули российские войска. Волчанск пострадал, но тогда казалось, что этот населенный пункт войну переживет. Однако сейчас армия России проводит новое наступление под Харьковом, и на вооружении ВКС появились планирующие авиационные бомбы. К лету от Волчанска осталось лишь название на карте. Да, пока еще стоят несколько домов, где продолжают жить примерно 100 местных жителей. Но сотня – это меньше 1% от довоенного населения города. Разрушенный город находился всего в 4 километрах от границы с Россией. Об этом украинском городе вы наверняка узнали, когда его не стало. Между тем, Волчанск славился своей природной достопримечательностью – меловыми горами. Другим местом притяжения для туристов со всей Украины и из России стало Волчанское кладбище самолетов. На заброшенном аэродроме можно было увидеть и поршневые кукурузники Ан-2, и реактивные учебно-тренировочные Л-29, и вертолеты Ми-2. В мирное время люди специально приезжали сюда на фотосессии и привозили детей полазать по технике. В марте 2021 года в Волчанске произошло важное для города событие. Средняя школа номер 3 имени Михаила Лермонтова получила статус лицея. Тогда же у нее появился новый сайт. И хотя как лицей учреждение проработало совсем недолго, сайт этот все еще открывается и позволяет заглянуть в недавнее прошлое. Там мы нашли 2 сюжета. Один вышел на харьковском, а другой на всеукраинском телевидении. В самом начале 2020 года, когда лицей был еще школой, он прославился на всю страну. Специально из США преподавать в Волчанске приехал известный учитель брейк-данса Максим Тележный.
Послушайте, как о школьном кружке по брейк-дансу рассказывала директор Алена Швецова. Я думала, как воскресенье на 9 часов, хочется поспать. Эта идея провалится, а нет. Дети ходят с удовольствием, приходишь, они уже стоят под школой, они уже ждут. Стоит сказать, что преподавать Максиму Тележному было проще на русском языке. Ну и никто ему в этом, конечно же, не мешал. Если бы я сделал вот так вот, что красивее смотрится, вот это или вот это? Но по сути я делаю один и тот же элемент. Кстати, у Максима были планы и насчет заброшенного аэродрома. Он хотел создать там целый культурно-развлекательный парк. Что я вижу и то, что я хочу из этого увидеть в дальнейшем, это в любом случае должен быть какой-то парк, аттракцион. В моей голове это флай-парк, и название его оставить настоящее ДОСАВ, которое было. То есть сделать флай-парк ДОСАВ. А вариантов того, что здесь можно сделать, это и скейт-парк с участием самолетов, и воркаут-площадку, и баскетбольную площадку, и веревочный парк. 9 мая 2021 года лицеисты приносили цветы к памятнику Великой Отечественной, к одному из нескольких, что были в Волчанске. Если не приглядываться, можно подумать, что снимок сделан где-то в России, но есть отличительная деталь. У ребят в руках не гвоздики, а маки. Ровно через год после того, как была сделана эта фотография, в мае 22-го, на одном провоенном YouTube-канале вышло видео из Волчанска. Город тогда был занят российскими войсками. Ведущая канала задает местному жителю вопросы. Как вы относитесь к тому, что Украина запретила отмечать День Победы и снесла памятники? Тут даже один из комментаторов не выдержал и написал: если снесли памятники, то на чьем фоне они снимают? А вот другая новость на сайте лицея от июня 2021 года. Когда ее выкладывали на сайт, вряд ли кто-то думал, что спустя 3 года у нее будет такое трагичное звучание. Вот что писали. Уже традиционно приход лета ассоциируется с детским днем. На площадке была атмосфера праздника и радости, и, глядя на довольных детей, мы верим, что их ждет счастливое будущее. Последняя предвоенная запись относится к 17 февраля 2022 года. «Моя боль Афганистан. Встреча с ветераном-афганцем Андреем Колесниковым». После этого новостей не было на протяжении 1,5 лет. И вдруг новая публикация 1 сентября 2023 года. «Поздравляем с Днем знаний! Сегодня в нашем лицее был особенно восхитительный день. Мы в нашу дружную семью принимали первоклашек. Для них начинается интересный, но нелегкий путь к знаниям, новым свершениям и самостоятельной жизни». Когда директор школы писал этот пост, казалось, что для Волчанска самое страшное уже позади. Российская армия к тому моменту ушла, причем почти без боя. Тогда никто не догадывался, что то была лишь передышка. 16 апреля этого года на сайте лицея номер 3 была опубликована, как потом оказалось, самая последняя запись. «Сбережем лес от пожаров». Вскоре началось новое наступление на Харьковскую область, и лицей вместе со всем остальным городом прекратил свое существование. До 19 марта 2022 года в Верховной Раде Украины действовали 2 открыто пророссийские партии с похожими названиями. Одна всем известна — оппозиционная платформа «За жизнь». Мы не раз ее упоминали. В довоенные годы вторая по численности фракция в украинском парламенте демонстративно публиковала поздравления с Днем России. Ее партийные лидеры регулярно приезжали в Москву, а один из них вообще кум Путина Виктор Медведчук. Реже мы упоминаем другую пророссийскую партию Украины — оппозиционный блок. Но сегодня есть повод о ней вспомнить. Одного из бывших депутатов от этой партии зовут Дмитрий Шенцев. Он русскоязычный политик родом из Харькова и избирался от Харьковской области. И о бывшей жизни Волчанска накануне полномасштабного вторжения нам рассказывает YouTube-канал этого экс-депутата. 24 августа 2021 года Волчанск последний раз встречал День независимости Украины в мирной обстановке. В тот день состоялось награждение почетных горожан, например, работника Волчанского агрегатного завода. Работу я свою люблю, я ей отдал всю свою жизнь, 40 лет. Я в 82 году пришел на завод и по сей день я трудюсь на заводе. Начинали от станка, наверное, да? Начал с самых простых, тогда программных не было. Потом в 85 году появились программные, и с 85 года все пошло по нарастающей. Потом импортное оборудование появилось, я на нем сейчас работаю. Надо любить свою работу и то, что делаешь. Вот тогда все будет получаться. Хочется верить, что с Сергеем Владимировичем все в порядке. Но просто представьте, вы прожили длинную и насыщенную жизнь, много трудились, добились всеобщего признания,
В скорой перспективе вас ждет заслуженный отдых. И тут ваш дом стирают в пыль вместе со всем городом. А заодно и тот самый завод, которому отдано 40 лет жизни. Куда вы пришли еще юношей и где стали тем, кто вы есть сейчас. Перенесемся в апрель 22 года. В провоенных СМИ появляется новость. Российские военные взяли под стражу мэра Волчанска, украинского националиста Анатолия Степанца. Тот якобы морил голодом жителей своего же города. Цитата. Местные жители выстраивались в огромной очереди за гунпомощью, но получить ее не могли, мэр Степанец не пускал в город российские колонны. Согласно этому описанию, мэр Степанец был настоящим Рэмбо или полевым командиром, раз как-то умудрялся не пускать российские колонны в Волчанск. Однако на видеозаписи задержания мы видим пожилого человека и его коллегу, над которыми издеваются вооруженные люди. Вернемся в август 21. Если мэр Волчанска был украинским националистом, логично предположить, что на День независимости Украины он должен был как минимум выступать по-украински. И, может быть, даже разжигать межэтническую рознь, факельное шествие там устроить, не знаю. Давайте посмотрим. С меня, с моего сына, из моих всех близких, знакомых, друзей, с моих недругов. Это все начинается Украина. Она разная, но что самое интересное, все равно мы едины. Мы едины. Вот эти праздники показывают, что мы едины. Выполнение всех проектов, которые мы делаем сейчас на территории громады, это подтверждение, что мы едины. Ну а больше всего, наверное, единство подтверждает то, что когда проводился флешмоб нашей детворы, и они своим танцем показали единение всех. Ну, для меня это очень важно. Почему вообще российские СМИ записали мэра Степанца в украинские националисты, если известно, что он избирался от пророссийской ОПЗЖ? Вероятно, только потому, что он не принял российское вторжение. В самом начале войны многие из отечественных пропагандистов были весьма удивлены, когда узнали, что симпатизировать какой-то стране вовсе не значит приветствовать ее войска на своей территории. Напротив, те жители Украины, кто до 24 февраля был настроен пророссийский, они восприняли путинскую спецоперацию как настоящее предательство. 7 октября 21. Люди в медицинских масках – это учителя. Как и Россия, Украина в тот день отмечала День учителя. Со сцены к педагогам обратились уже знакомые нам политики. Мэр Степанец и специально приехавший из Киева депутат Шенцев. Вроде бы ничего особенного, но на такой ролик смотришь по-особому, когда знаешь, сейчас в Волчанске не осталось ни школ, ни лицеев, ни того зала, где собирались все эти люди. Уюта, добра, любви, взаимопонимания, хорошего материального обеспечения. Волчанск, ноябрь 2020 года. Танцы в украинских национальных костюмах, открытие мемориальной доски. Приглядимся к этой доске. Василий Петрович Громов, фронтовик, участник Сталинградской битвы, создатель хореографического ансамбля «Радость». Мы говорили в начале, в каждом городе есть свои неповторимые особенности. Город Волчанск, пока он не был разрушен российской армией, славился танцорами, воспитанниками Громова. На адресу ювіляра від усіх щирі слова подяки за доблесну працю і за перемогу 45-го. Я очень благодарен за подаренный мне сегодня вечер. Просто слов радости, восхищения не найду сказать, чтобы выразить свое это удовлетворение. А что я без вас, волчане? Я ничего не стою. Я слуга ваш. К волчанской громаде относится село, известное всем любителям советского кино – Малиновка. На протяжении десятилетий 2 села в Украине заявляют, что именно у них делали натурные съемки для фильма «Свадьба в Малиновке». Это Малиновки в Харьковской и в Полтавской областях. В 2013 году Малиновка Волчанской громады установила памятник героям фильма. И чё я на него такой влюбленный, слушайте, а? Но не только памятником славилось село. На YouTube-канале экс-депутата Шенцева можно найти 50 репортажей из Малиновки. В основном это праздники с их непременным атрибутом – выступлениями местных танцоров. Сейчас вы видите День молодежи. Это начало лета 2021 года. Мы танцевальный коллектив «Импульс». Занимаемся танцами, развлекаем Малиновку, как говорится. Будем выступать, зажжем этот день, как говорится. Ну и, конечно, проходили в Малиновке и памятные митинги. Вот 28 октября 2021 года жители собрались у мемориала, чтобы отметить годовщину освобождения Украины от нацистских оккупантов. Люди вспоминали страшное военное время и наверняка думали о том, чтобы подобное никогда больше не повторилось.
Огромное спасибо всем, кто собрался сегодня, всем, кто чтит эти памятные даты. Ну, а наша задача, конечно же, безусловно, передавать подрастающему поколению правду о тех событиях. Самое последнее видео на канале депутата было выложено 16 февраля 2022 года. Оно тоже снято в Малиновке. Тогда ветераны-афганцы собрались, чтобы отметить 33 года со дня вывода советской армии из Афганистана. Один из ветеранов, Микола Шмель, решил поделиться с журналистами воспоминаниями. Никто из присутствующих не догадывался, что через 8 дней начнется новая война, и что воевать придется с потомками их же боевых товарищей. Вот, когда разбили колонну, вот, шла сухогрузы, колонна шла, в общем, вот, и их тут несколько машин перебили, и там несколько машин перебили. Вот, то выходили вертолеты, и мы на БМП, БТРах выезжали, это все отцепляли там, откуда там эта стрельба была с с гранатометов там и так далее и тому подобное. Согласно одной из публикаций в украинских СМИ, еще год назад, 6 мая 23 года, в Волчанске из-за обстрела был уничтожен самолет-памятник. Казалось бы, ну что теперь оплакивать памятник самолету, когда весь город лежит в руинах? И на его улицах лежат тела местных жителей. Эти страшные кадры сейчас гуляют по интернету. Но когда мы читали о довоенной жизни города, нам попался детский рисунок, победивший на местном конкурсе. На нем изображен именно тот самый самолет. В Волчанске, как и в почти любой постсоветской провинции, наверняка было много проблем. То был неидеальный город в неидеальной стране. На нашем телевидении очень любят подчеркнуть несовершенства и злоупотребления. Они были в Украине до войны и, понятное дело, есть и в военное время. Только почему этим пытаются оправдать войну, которая этот город просто уничтожила? Города востока Украины до вторжения мало-помалу улучшались. У Киева была осознанная политика. Средства по программе «Большое строительство» и «Новое село» в первую очередь выделяли для населенных пунктов на востоке страны, чтобы создать привлекательную витрину. Дескать, с Украиной украинцам лучше, чем в народных республиках. Вот и в Волчанске именно перед войной успели отремонтировать и обновить районную больницу и относящиеся к ней поликлиники. Одна из них располагается в старинном историческом здании. На YouTube-канале Харьковской области есть 2 сюжета о Волчанске. Они вышли с разницей в 3 года и 1 день. 14 мая 2021 года и 15 мая 2024. Посмотрите, насколько различаются эти репортажи. В октябре прошлого года началась реконструкция приемного отделения в городе Волчанске. Были выполнены работы, все внутренние отделочные работы на площади почти 900 квадратных метров. Сделано благоустройство, сделано утепление фасада, выполнен навес и подъезд под 2 кареты скорой помощи. Выполнены все необходимые условия для подъезда маломобильных групп. Смонтирована пожарная сигнализация с оповещением, выполнена реконструкция отопления, а также установлена и смонтирована современная система вентиляции и кондиционирования. Работы проводились с октября прошлого года и были закончены весной этого года. На сегодня, на сейчас 100% выполнение. У Вовчі нема нічого. Було 2 квартири розбили, дача була, синочка було. Год назад подорвала ножки, все похоронила. Приїхали сюди, оформили і грошову, і допомогу всяку, і харчі, і вещи. Евакуація працює дуже хорошо, все там сплановано, и військовая администрация, все. В завершение зайдем на страницу ныне уже несуществующей Волчанской детской музыкальной школы. Посмотрим последний опубликованный там пост. До завтра. Шарль Азнавур. Вічне кохання. Виконує учениця 6 класу Келіберда Юлія. Викладач Новікова Олена Миколаївна.